Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать нежный, интересный и в то же время очень простой цветочек. Я использую пряжу двух цветов. Стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммов. Крючок у меня 1,4. Начинаем выполнение нашего цветочка с 4 воздушных петелечек. Раз, два, 3, 4 и замыкаем в кольцо. Я ввожу крючок в первую воздушную петлю и выполняю соединительную. Далее я выполняю воздушную петлю, подтягиваю и в колечко, при этом буду ввязывать нить, буду провязывать 8 столбиков без накида. Считаем: раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Выполнили. Далее я ввожу крючок в первую воздушную, прошу прощения, пропускаю воздушную петелечку и ввожу крючок в вершинку самого первого столбика. Вот таким образом. И выполняю соединительную. Круговой ряд у меня завершен. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня будут столбики с 2 накидами. И как я это делаю? Я выполняю 4 воздушные петли подъема. Далее 2 накида на крючок и провязываю столбик с 2 накидами в эту же вершинку. Столбик с 2 накидами. И теперь в каждую вершинку я буду провязывать по 2 столбика с 2 накидами. То есть вот таким образом первый столбик с 2 накидами и в эту же вершинку второй. Мы с вами выполняем столбики с 2 накидами, с общим основанием и разными вершинками. Вот таким образом. Давайте еще раз. Далее вы продолжите самостоятельно. Раз. И сюда же 2. Вяжем так до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я выполнила все мои столбики и завершаю выполнение кругового ряда. Ввожу крючок в 4 воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Вот видите, у нас такое вот объемное получилось, ну скажем так, начало, да, серединка такая. И мы приступаем к выполнению следующего ряда. Воздушная, хорошо подтягиваем. Далее ввожу крючок в эту же вершинку и выполняю столбик без накида незавершенный. Далее в следующую вершинку ввожу крючок, столбик без накида незавершенный. Общая вершинка, столбик без накида незавершенный и еще один. И общая вершинка. То есть мы выполняем с вами столбики без накида с общей вершинкой и разными основаниями. Незавершенные и общая вершинка. И общая вершинка. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Так, ниточку я не стала убирать. И смотрите, я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку столбика. Видите? Беру поудобнее, далее я все поправлю. И выполняю соединительную, при этом хорошо подтягиваю. Хочу показать, что у нас получилось. Вот такая у нас серединочка с вами объемная получилась. Так по изнанке смотрится. Можно ее использовать как самостоятельный объемный такой интересный элемент. А мы продолжим и будем с вами выполнять
лепесточки для нашего цветочка. Выполняем одну воздушную петлю, подтягиваем, и в эту же вершинку очень внимательно я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Я немножко вот так приму наши столбики, потом все поправим. Далее что я делаю? Я выполняю цепочку из 9 воздушных петель. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Далее я выполняю одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому и начинаю выполнять непосредственно сам лепесточек из разновысоких столбиков. То есть что я делаю? Во вторую петлю от крючка я выполняю столбик без накида. Далее я провязываю полустолбик. И в следующую каждую петлю я провязываю 5 столбиков с одним накидом. Выполняем не спеша. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее полустолбик в следующую петелечку и столбик без накида. Выполнили. И теперь очень внимательно смотрите, я в эту же вершинку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Вот такой лепесточек у меня готов. И мы продолжаем с вами работу. Я ввожу крючок в следующую вершинку, выполняю столбик без накида. И начинаю выполнение точно такого же лепесточка. То есть выполняю цепочку из 9 воздушных петель и выполняю точно такой же лепесток. Так я выполняю до конца моего ряда лепесточки. Такие вот простые, красивые лепестки у нас с вами получаются. Мы выполняем их до конца нашего ряда. Я выполнила все 8 лепесточков моего цветка и завершаю выполнение кругового ряда. Смотрите, здесь все очень просто. Я ввожу крючок, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Захватываю рабочую нить и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. И далее, смотрите, я выполняю воздушную, ниточку обрезаю, подтягиваю, потому что дальше я просто буду менять цвет нити. Эта нить мне просто уже не нужна, я ее убираю. Если же вы будете продолжать, то что вы делаете? Я беру нить другого цвета, и смотрите, вот ввожу крючок в воздушную петелечку. Видите, вот первую, которую мы с вами делали в цепочке. Вы в эту петелечку, если не меняете нить, выполняете столбик без накида, а я буду выполнять уже другого цвета нитью воздушную, подтягиваю и сюда же столбик без накида. Вот таким образом. Далее я буду выполнять столбики без накида в каждую мою воздушную петелечку. Первый я выполнила и считаем. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9.
Я выполнила в каждую воздушную по столбику без накида, всего у меня их получилось 9. Я продолжаю работу. И смотрите, вот у меня воздушная, помните, я выполняла ее. Я в эту воздушную буду провязывать 3 столбика без накида. Считаем. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее я в каждую вершинку выполняю по столбику без накида. Аккуратненько считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я выполнила вершинки 9 столбиков без накида. И далее очень просто. Я пропускаю мои столбики без накида. Вот один и второй. 2 вершинки, то есть те, которые мы провязывали с вами в нашу пуговичку, да? Ну, будем так называть, серединку. И далее я ввожу крючок уже в воздушную. И опять выполняю 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее мы 3 столбика с вами выполняем нашу воздушную петлю. Помним, да? 1, 2, 3. И теперь вершинки опять выполняем 9 столбиков без накида и считаем. Давайте я начну выполнение. 1, 2, 3. Вы так продолжите самостоятельно и будете обвязывать все лепесточки вот таким образом, просто столбиками без накида. Все 8 наших лепесточков завершите обвязку, а сам ряд уже я завершу выполнять вместе с вами. Я обвязала все наши лепесточки столбиками без накида и завершаю выполнение кругового ряда. Видите, да? Вот такой нежненький красивый цветочек получается. И теперь смотрите, я ввожу крючок, пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. Мой круговой ряд завершен, и я приступаю к выполнению следующего ряда. Это будет ряд рачьего шага. Я выполняю воздушную, подтягиваю, и теперь смотрите, ввожу крючок в вершинку столбика без накида перед нашим столбиком. То есть рачий шаг — это столбик без накида, выполненный в обратном направлении. Ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю столбик рачьего шага. Вершинку столбика и столбик рачьего шага. И так я выполняю в каждую вершинку моего столбика. Аккуратненько, не спешите. Просто провязываем в каждую вершиночку. Давайте я немножко вот тут провяжу еще, да. Здесь тоже в каждый столбик, точнее в каждую вершинку мы выполняем столбик рачьего шага. Еще раз повторюсь, это столбик без накида, провязанный в обратном направлении. И разворачиваем их. В
каждую вершинку. Так мы с вами будем выполнять нашу обвязочку рачьим шагом по всему контуру. Завершу выполнение цветочка я вместе с вами. И посмотрите, какой у нас с вами получается очень красивый цветочек. Достаточно просто вяжется. Нам остается завершить только выполнение нашего кругового ряда. Напоминаю, мы выполняли ряд рачьего шага. И теперь смотрите, вот я выполнила последний столбик рачьего шага. Видите? Далее я вытягиваю крючочек. И вот смотрите, по изнаночной стороне я ввожу крючок, захватываю нить первого столбика вот таким образом, и далее захватываю саму рабочую петлю, протягиваю, вытягиваю. Можно выполнить воздушную, давайте выполним, и затягиваем хорошо. Все. Наш цветочек завершен. Нам остается только поправить наши лепесточки, убрать ниточки. И вот такая красота у нас с вами получилась. Изнаночку посмотрим. Вот видите, объем у нас с вами только по лицевой стороне. Убираем ниточки. И еще раз посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший, в то же время простой цветочек. Вот такая серединочка у нас, моя авторская разработка. Мне очень хотелось, ну скажем так, чем-то вас порадовать новеньким, показать что-то интересное, необычное, какой-то прием новый. И скажу сразу, что вы можете выполнить точно такой же цветочек, как в моем случае, да, из стопроцентного мерсеризованного хлопка или из полухлопка. Вот будет смотреться вот таким образом. То есть неважно, тонкая нить, толстая, смотреться цветочек будет великолепно в любом случае. Использовать можно его как для декора, буквально любого изделия, так для ирландского кружева. Ну, то есть все зависит от вашей фантазии. Обязательно пишите, где вы планируете использовать такую красоту. До новых встреч и творческих вам успехов!